На рассвете у главных ворот национального парка, где обычно царит сонная тишина, прерываемая лишь стрекотом цикад, воцарилась суматоха, какой здесь не видели уже много лет, потому что огромный старый слон, которого егеря ласково называли Громом, намертво заблокировал выезд для колонны джипов с туристами. Животное стояло неподвижно, словно живая скала из серого морщинистого камня, и абсолютно игнорировало любые попытки отогнать его шумом моторов, свистками или громкими криками проводников, которые тщетно пытались освободить дорогу для нетерпеливых посетителей. Когда главный рейнджер парка Самуэль, мужчина с кожей, дубленный африканским солнцем, вышел из машины, чтобы лично оценить ситуацию, он внезапно заметил, что великан не просто проявляет упрямство, а смотрит прямо на него, тяжело дыша и едва заметно, покачивая головой, словно пытаясь привлечь внимание к какому-то крайне важному обстоятельству. «Самуэль, посмотри на его хобот, он что-то сжимает, и это явно не древесная ветка или клок травы», — прокричал помощник, указывая на кончик мощного хобота, где был зажат какой-то темный бесформенный предмет, покрытый слоем рыжей пыли. Когда Гром медленно поднял хобот вверх, выставляя свою ношу на всеобщее обозрение, в толпе егерей воцарилась мертвая тишина, потому что в захвате слона находилась старая, выцветшая от времени кожаная сумка-планшет, которую все в заповеднике знали слишком хорошо. Это была личная сумка егеря Томаса, который бесследно исчез 2 дня назад во время патрулирования дальнего северного сектора, и поиски которого, несмотря на задействованные вертолеты и десятки добровольцев, до этого момента не принесли ровным счетом никаких результатов. Самуэль почувствовал, как по его спине пробежал ледяной холод, когда слон сделал несколько шагов назад, а затем резко развернулся в сторону непроходимых зарослей акации, призывно трубя и оглядываясь на замерших людей, словно приглашая их немедленно следовать за собой в самую гущу дикого леса. Забыв о туристах и расписании, рейнджеры побросали свои джипы и, вооружившись лишь мачете и аптечками, бросились вслед за серым гигантом, который вел их по таким тропам, где не проехала бы ни одна машина, уверенно прокладывая путь сквозь колючие кустарники и высокую траву. Спустя час изнурительного бега слон остановился на краю глубокого оврага, скрытого под сенью вековых деревьев, и аккуратно положил сумку на землю, указывая хоботом вниз, где среди острых камней виднелась неподвижная фигура в камуфляжной форме. Томас был жив, но его нога была намертво зажата тяжелым стволом упавшего дерева, а рядом виднелись следы борьбы и пустые гильзы. Судя по всему, егерь столкнулся с браконьерами и, спасаясь от них, попал в ловушку, из которой не мог выбраться самостоятельно. Пока Самуэль и его команда оказывали пострадавшему первую помощь, Томас, едва шевеля запекшимися губами, рассказал, что все эти 2 суток старый слон не просто стоял рядом, а отгонял от него хищников и даже приносил в хоботе ветки с сочными плодами, чтобы егерь не умер от жажды и истощения. 5 лет назад именно Томас вытащил из ноги этого самого слона зазубренный браконьерский наконечник и выхаживал раненое животное почти месяц, и теперь, когда жизнь самого человека висела на волоске, Гром вернул свой старый долг, проявив невероятную память и верность. Когда спасательная группа начала трудный подъем, слон еще долго стоял на краю оврага, провожая взглядом носилки, и в его мудрых глазах читалось спокойствие великого существа, которое наконец-то исполнило свою миссию и закрыло счет справедливости. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.